У России совсем другие проблемы. Российская экономика больна. И здесь дело не только в небольшом охлаждении. Экономика находится на грани коллапса. Рубль буквально находится в состоянии свободного падения. И возникает вопрос, насколько глубоко он должен еще упасть. И как бы его ни крутили и вертели, рубль больше ничего не стоит. И насколько это будет плохо для российской экономики, для российского населения, и насколько это может позитивно сказаться для Украины. Доброе всем утро из немного пасмурной Москвы. Только что вы могли слышать, что сообщают немецкие СМИ о текущей ситуации в России. Экономика России находится на низком уровне, рубль ничего не стоит, и люди должны жестко экономить. Я вижу достаточно причин для того, чтобы исследовать этот вопрос. Поэтому я сегодня проведу целый день в столице России, Москве, и приглашаю вас в это путешествие. Дорогие зрители, наш маршрут привел нас в типичный российский супермаркет «Перекресток». Давайте же посмотрим, что мы сможем здесь купить на 5000 российских рублей. Это примерно эквивалент немецких 50 евро. Мне самому интересно, что из этого получится. Итак, вперед. Слово прости, этот мир уже давно никому не спасти. И в каждом взгляде холод стекла. Свобода здесь давно умерла. Мы потеряли все, что когда-то нашли. Итак, мы стоим возле кассы. Давайте же посмотрим, что у меня лежит в тележке, что я выбрал. Наверное, вам будет интересно, что же я смог себе позволить здесь, в российском супермаркете, на 50 евро. У нас есть молоко, у нас есть йогурт, хорошая филе минтая, хорошая бутылка гессенского вина, салями, хлеб, рис, свежие помидоры без ГМО, 2 десятка свежих яиц, молоко и пачка кофе «Монарх», который раньше назывался «Якобс». И вы ведь знаете, сколько это может стоить в Германии, поэтому можете для себя сравнить. Теперь мы собираемся заплатить, и мне интересно, хватит ли наших денег. Итак, мы подошли к концу нашей пешей экскурсии по русскому супермаркету. Я думаю, на дисплее кассы вы можете видеть сумму, которую мы потратили. За все продукты мы отдали 39 евро. Хочу заметить, что сегодня мы не использовали дисконтную карту магазина. На самом деле, любой россиянин может завести себе такую дисконтную карту, которую может использовать практически в любом магазине. И если бы я ее сейчас использовал, то, возможно, сумма вышла бы примерно 34-35 евро. Я думаю, на этом примере становится ясно, что в России никто не вынужден голодать. Выбор большой, продукты разнообразные. У нас не было бы никаких проблем, чтобы заполнить корзину чисто западными или даже чисто немецкими продуктами. На примере продуктов мы не находим никаких возможных последствий западных санкций.
Но у нас еще есть несколько свободных часов, день только начался, и мы продолжаем изучать последствия санкций дальше. Они привыкли ломиться, закрыв дверь. На их сердцах лежит черная тень. Для них незнакомо слово «прости». Этот мир уже давно никому не спасти. И в каждом взгляде холод стекла. Свобода здесь давно умерла. Мы потеряли все, что когда-то нашли. И только слышится лозунг «Сиди, молчи». Я забиваю огонь. Мы проехались немного дальше, и сейчас я стою на площади Пушкина, и сзади меня вы видите самый первый и самый крупный по прибыли до 2022 года Макдональдс. В день открытия, в январе 1990 года, здесь было собрано множество народа, и 38 тысяч бургеров было роздано голодным россиянам. С началом санкций 850 филиалов Макдональдс были проданы российской компании. Макдональдс здесь теперь называется «Вкусно и точка». Ходят слухи, что со времени смены владельца здесь не так уж много изменилось. Давайте зайдем туда и проверим качество еды. Итак, мы кое-что заказали. У нас большой холодный напиток, большая порция картошки фри, 4 куриных макнаггетса и 1 чизбургер. Я заплатил 500 рублей, это примерно 5 евро, и сейчас мы это попробуем. Итак, я уже всего здесь попробовал, и что вам сказать? На вид как Макдональдс, на вкус как Макдональдс, но больше всего меня впечатлил этот холодный напиток. Если бы вы завязали мне глаза и спросили, что я пью, то я сказал бы, что это Кока-Кола. Но это российский аналог колы, поэтому она называется «Добрый кола», что означает «хорошая кола». И это на самом деле так. Вкус 1 к 1 с оригиналом. Тщетность западных санкций заметна также и в этом ресторане. Но и здесь Россия превратила предполагаемое бедствие в добродетель. Раньше многомиллиардные доходы с этого ресторана направлялись прямиком в США. Сегодня же эти деньги остаются внутри страны и реинвестируются в российскую экономику. Это не только создает много рабочих мест, но и улучшает покупательную способность. Нас, конечно же, интересует не только продовольственное снабжение здесь, в России, а как на самом деле обстоят дела с классическими товарами первой необходимости. Должны ли россияне отказаться от западных товаров или даже от предметов роскоши? Давайте сейчас поедем в универмаг ЦУМ и сами все подробно рассмотрим. Универмаг ЦУМ находится невдалеке от знаменитого Большого театра. Мы не заметили здесь последствия более чем 20 тысяч западных санкций против России. На нескольких этажах торговой площади более 70 тысяч квадратных метров можно приобрести все необходимое, учитывая тот факт, что здесь представлено более 1000 западных люксовых брендов.
Как вы могли видеть, здесь также присутствует полное обеспечение западными товарами. Возможно, некоторые из вас сейчас скажут, ну, Москва — это не Россия. За последние 1,5 года я побывал в более чем 2 десятках российских городов. Я был в Екатеринбурге, Новосибирске, Улан-Удэ и совсем недавно, в сентябре, во Владивостоке, который как-никак находится в 9000 километрах от Москвы. И несмотря на то, что говорят средства массовой информации на Западе, я смею вас заверить, что обеспечение в России везде отличное. И сейчас мы хотим просто поговорить с людьми и спросить их, насколько они пострадали от западных санкций. И сейчас мы узнаем у россиян, а может быть и у гостей страны, как они видят ситуацию в России. Девушка, один вопрос. Что вы думаете о западных санкциях? Я думаю, много дукций там можно купить одежду или товары, это для искусства, да? Мы из Китая, но там тоже много, это много продукции, да, но русские это специальные, но мне нравится, да. Западные санкции на самом деле, они, ну, по моему мнению, они не отвечают тем требованиям, которые к ним предъявляются, потому что у нас на самом деле все есть. Единственное, конечно, это все немножко дороже, так как удорожается логистика, но они не работают. Да, я могу сказать просто это действительно, да, они не работают, поэтому на самом деле хотелось бы уже прекращения всего этого. Мы делаем друг другу только хуже, хотелось бы все-таки начать конструктивный диалог и уже сотрудничать и прекращать. Это ни для кого не хорошо. Вот. Поэтому, надеюсь, мы найдем правильный диалог друг с другом и сможем все-таки начать сотрудничество. Вот. А санкции не работают. Скажите, пожалуйста, вы откуда? Из Бангладеш. Насколько вам нравится Россия? Ну, Москва красивый, замечательный город. Я студент, здесь учусь. Немецкие СМИ сообщают, что русским нечего есть, им нечего купить, в магазинах все пусто. Не могли бы вы рассказать нам о вашем опыте проживания в России? Нет, это абсолютная неправда. Куда бы я ни пошел, здесь везде есть продукты. Так как я студент, который не работает, я покупаю недорогую еду для себя. И я уверен, что это все неправда. Я думаю, им нужно приехать сюда и самим убедиться в этом. Нужно самим посмотреть, как живут люди в России. И вообще не стоит верить всем этим СМИ. То есть западные СМИ обманывают? Да, они распространяют свои фейковые новости по всему миру. О санкциях, которые нам дает Европа, да, если честно, скажу, что они никоим образом на меня, например, не повлияли. То есть я все так же могу съесть тот же самый стейк за 400 рублей, купить овощи сейчас за 250 рублей, и у меня будет прекрасный ужин. Может быть, даже завтрак. Вот, поэтому что-то глобального я, по крайней мере, не увидел. То есть, как были товары битком, так они остались. Как были какие-то телефоны, планшеты, они также остались. Как были, вот недавно была история, там у Италии отобрали эти унитазы, не разрешили им возить в Европу, в Россию. Вот они у нас до сих пор есть. Как бы дискомфорта ноль. Мы уже привыкли. А так, как бы, ну, в общем-то, все. Ничего в этом страшного как бы не случилось. Нам скорее свои же палки в колеса больше будут ставить, чем какие-то другие страны. Уже привыкшие люди, уже привыкли ко всему. Как-то вот так. Как вы сами можете видеть, в нашем автосалоне есть абсолютно все, что нужно. Можете купить себе новый Mercedes. Просто есть другие способы, чтобы наладить продукцию. Что я могу сказать о санкциях? Наша юридическая фирма отметила, что санкции, начиная с 2022 года, за эти 3 с небольшим года,
Мы только замечаем, что это нелепые, смешные попытки разорить Россию. А на самом деле западные политики являются лучшими менеджерами по импортозамещению. Да, они хотели разрушить рубль, но тем не менее рубль сегодня является самой сильной валютой в мире. Да, и что еще хотелось бы сказать. Невозможно разрушить страну, в которой даже балет старше самой США. Wo das Ballett älter als die USA ist. Дорогие зрители, итак, мы подошли к концу нашего небольшого ролика. Я надеюсь, что мы смогли вам предоставить достаточно хорошую и интересную информацию. Продолжайте, пожалуйста, смотреть наш канал АН-ТВ. Если даже все прошло не настолько гладко, мы все еще продолжаем учиться этому делу. И, надеюсь, с каждым разом становимся все лучше. Пожалуйста, поделитесь этим роликом со своими знакомыми. Если у вас есть позитивные или негативные замечания, напишите нам об этом в комментариях. А мы увидимся с вами в ближайшее время. С вами был Марио Рönsch. Всего доброго, до свидания.